Зовут меня Марина Магрилова. Я занимаюсь туризмом уже более 20 лет. Вообще в Израиле я живу скоро 30 лет. И гуляя по окрестностям нашего района, Гиват-Зеева, по субботам, мы нашли развалины, которые сначала показались нам, в общем, не понимали мы, что это за развалины. И поскольку было много керамических черепков вокруг, мы решили обратиться к археологам. И одна такая главная центральная идея, которая двигала нас и археологов в сторону наших развалин, была та, что мы рядом с Гивоном. Гивон, библейский Гивон, это место, которое в 2 километрах отсюда, про которое главное событие в Гивоне известно, это чудо Иисуса Навина, когда останавливается солнце и луна, и это место, где Соломон получает мудрость. В XI веке до новой эры Саул, первый из царей Израиля, переместил политическую столицу в Гиват-Шауль, а религиозную столицу, то есть центральное святилище, поместил в находящийся неподалеку Гивон. С тех пор 50 лет стояла в Гивоне скиния Завета. Сегодня развалины древнего Гивона находятся за забором безопасности на одном из холмов арабской деревни Эль-Джиб. Древний Гивон был раскопан дважды, в XIX и XX веках, однако никаких следов святилища и жертвенника там найдено не было. Но святилище могло находиться и вне города. Недавно найден участок, который, вероятно, является местом центрального жертвенника и скинии в Гивоне. Участок находится в 2 километрах к северо-западу от развалин Гивона, на склоне холма, примыкающего к северной оконечности поселка Гиват-Зеев. На склоне холма обнаружены остатки стен, построенных по типу строительства времен первого храма, большой общественный двор, водосборник. Археологи, побывавшие здесь, осторожно подтверждают выдвинутую нами гипотезу. Из переписки с профессором Амихаем Мазаром. Географическое положение развалин свидетельствует об их важности. Здесь топографический переход из долины к северу от Гивона в сторону дороги Бейт-Хорон. К югу от развалин видны остатки древней дороги, вероятно, это часть исторической дороги Бейт-Хорон в сторону Наби-Самуэль и Гивона. На одной из сторон дороги установлены по краю огромные камни. На территории развалин найдены черепки типа Сфат-Цаварон периода Железа-1, 12-11, начало X века до новой эры. С южной стороны стены, в месте небольшого топографического подъема, есть большой холм камней. Вероятно, он скрывает внутри себя древнее строение, связанное со всеми развалинами периода Железа-1. Тип развалин соответствует периоду еврейского завоевания и заселения центрального горного хребта. מה שאני ראיתי זה מאוד חד תקופתי, זה כאילו אין קרמיקה ביזנטית, ערבית. Из отчета археолога Эяля Фраймана, представителя Управления археологии Израиля. В процессе осмотра развалин обнаружены остатки массивного строительства, стены, ширина которых в некоторых местах превышает 2 метра, остатки зданий, водосборник, остатки квадратных сооружений, установленных на топографически заметных высотах. На территории замечены черепки разных периодов, среди них средняя бронза и железо 1 или 2. Можно утверждать, что здесь в древности происходили ритуальные действия. Причина того, почему царь Саул установил жертвенник не в самом Гивоне, заключается, видимо, в том, что именно с этого места открывается спуск в направлении Средиземного моря. Сегодня это шоссе 443, Иерусалим-Модиин. Здесь проходила и проходит главная дорога из Иерусалима на запад, на побережье.
Именно по этой дороге бежали от войска Иошуа бен Нуна ханаанские цари. Книга Иошуа рассказывает, что когда бегущие враги увидели спуск к Бейт-Хорону, на них стали падать камни с неба, которые убили большую часть войска. Здесь первая точка, откуда виден спуск к Бейт-Хорону и дальше в Аялонскую долину. С вершины холма виден и древний Гивон. Чуть ближе к Гивону и не видна дорога, чуть ближе к спуску и холмы заслоняют Гивон. Получается, что именно здесь и должен был стоять вождь народа Израиля, наблюдая за битвой и произнося свои знаменитые слова: «Солнце у Гивона стой, а луна у долины Аялон». Возможно, это и объясняет обилие жертвенников на холме, ведь не было такого дня ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. Место великого чуда обязательно должно было стать местом паломничества. Именно его царь Саул, вероятно, счел самым подходящим местом для главного святилища нового объединенного Израиля. Скинию и жертвенник поставили не просто в Гивоне, а на месте чуда, совершенного Иошуа бен Нуном. Если так, то значит речь идет не только о месте чудесной остановки солнца, но и о месте, где молились Саул и Давид, где держались за рога жертвенника Йоав и Адониягу, спасаясь от гнева царя. Именно здесь, в Гивоне, юный царь Шломо просил у Бога мудрости, а получив ее, стал мудрейшим из мудрейших. На момент создания этого видеосюжета к выпуску готовятся результаты первого научного археологического исследования, проведенного на холме осенью 2013 года археологом Михаилом Фрейкманом. С лета 2014 года на холме запланированы масштабные раскопки. Начавшиеся исследования могут превратить этот никому неизвестный холм в важнейший археологический парк Израиля, тем более, что место это находится внутри защитной стены под полным израильским контролем. Это ценнейшее археологическое место самого выдающегося уровня может претендовать и стать одним из древнейших памятников еврейской истории.